Винсу с самого детства привили аристократические манеры, вежливость и этикет. Он, конечно, имел в своем арсенале набор правил поведения в высшем обществе, а вот возможности в это общество попасть нет. Винс считал, что дом – это лицо хозяина. Габариты, внутреннее убранство, предметы роскоши. Именно от всего этого зависит первое впечатление о джентльмене, а также, разумеется, о том, какой статус он получит в свете. Вот только жил Винс в съемной квартире в шумном городском квартале, где тонкие стены не могли заглушить крики соседей, грохот лифта и лай собак. А средств на покупку своего собственного, даже самого простенького дома у него не было. Что уж говорить о доме, который мог превратить Винса из обычного парня в настоящего завидного аристократа. Но однажды он наткнулся на объявление о продаже не просто дома, а целого поместья. В объявлении было сказано, что когда-то давным-давно здесь находился пансион воспитанниц леди Агнессы, и здание готовится к сносу, если только не найдется покупатель, готовый позаботиться о судьбе этого старинного здания. Винс весьма удивился. Цена была настолько невысока, что он мог купить пансион прямо сейчас. Недолго думая, он сразу решил позвонить продавцу. Однако ему и в голову не пришло, почему никто до него не откликнулся на это объявление. Друзья, всем привет! Привет! Вы на канале «Не без разницы». С вами Лёша и Стас. И вот мы, так неожиданно, начинаем на нашем канале новый челлендж, который называется «Заброшенный дом». Полный перечень правил челленджа находится в описании к этому видео, но и мы сейчас о них расскажем. За основу мы взяли правила челленджа «Реновация», они опубликованы на сайте simsbase.ru, но адаптировали их под себя, где-то немного усложнили, да? Не немного, я бы сказал, честно говоря, это какое-то безумие. А где-то даже разбавили некоторыми квестами, чтобы было поинтереснее. Где-то даже усложнили, даже разбавили квестами, да, просто полностью усложнили. Ну да ладно. Цель челленджа — очистить старый заброшенный дом от хлама, постепенно убирая завалы, обставить новой мебелью, а еще превратить в дом своей мечты. Для прохождения челленджа мы создали персонажа. Его зовут Винс. Он не обладает какими-либо навыками или умениями. Ну а по характеру он уважительный. Все-таки он же аристократ, достигатор, ведь поставил перед собой цель отстроить дом и попасть в высший свет. Ну и немного со странностями. Жизненная цель у него барон. Он хочет иметь большой и вычурный дом. Винс переехал в заброшенный дом, в котором давно никто не жил. По правилам, это может быть дом, полученный в наследство, или вообще старинный графский особняк, приобретенный для реконструкции. Винс приобрел старинный пансион воспитанниц леди Агнессы со своей леденящей душу историей, которую в течение челленджа он будет постепенно узнавать. В бюджете у него всего лишь 3000 семиллионов. Все остальное он потратил на покупку. Тут пахнет древностью, вековая пыль лежит на мебели, полы потерты, обои порвались, потрескались, а стены разрисовали хулиганы. Неудивительно, что участок имеет свойство грязнуля. Пауки давно тут чувствуют себя как дома. Участок заполонили жуткие многоножки. Здесь нет света, кран дает лишь остатки ледяной воды, оставшейся в стонущих трубах. Канализация давно устарела. Разумеется, ведь в доме отключены все коммуникации. Какие же тут будут удобства? Их нет, это дом без удобств. Если идти по пыльным комнатам, можно услышать позади тихий шорох. Или чье-то дыхание. Что это? Неужели здесь водятся призраки? Однозначно. В доме поселились призраки, которые совершенно не хотят уходить. Но ведь с ними можно же что-то сделать. Это жуткий дом. Итак, свойства и испытания на участке следующие. Жизнь без удобств. Винсу необходимо провести в дом коммуникации. Но не все так просто. Чтобы провести в дом канализацию и воду, необходимо достичь 10 уровня в навыке механика. А чтобы появилось электричество, Винсу нужно развить свой навык робототехники также до 10 уровня. Следующее свойство грязнуля. Да-да, комнаты пачкаются очень быстро. И это понятно, разгребая какие-нибудь завалы, мы всегда даем пыли порхать как бабочки. А еще жуткие многоножки. Долгое время это был их дом. Причем свойства участка, грязнуля, многоножки и мерзкая квартира отключаются, как только будет очищено больше половины дома. И еще одно испытание. Жуткий дом или жилой дом с призраками.
Но и тут есть решение. Винсу во что бы то ни стало нужно развить ясновидение, и именно с помощью этого навыка он сможет узреть паранормальное и справиться с полтергейстом. Но вот тут начинаются танцы с бубнами. Призраки не хотят уходить просто так, поэтому Винсу нужно достичь 10 уровня в навыке ясновидения, это во-первых, а во-вторых, подружиться с 3 мудрецами в волшебном мире. Но есть еще и третье. Ему необходимо отправиться в Сальвадорадо, отыскать затерянный храм, спуститься в его глубины и найти в самом-самом дальнем и последнем зале сундук с сокровищем. Это сокровище и есть нужная ритуальная вещь для проведения обряда изгнания. В конце концов, Винсу предстоит собраться вместе с мудрецами у хрустального шара, заглянуть внутрь и узреть истину. Ну, то есть, как зайти в режим строительства и без зазрения совести убрать это жуткое испытание с участка. Ух, вот это и челлендж. А теперь немного о режиме жизни. Дом Винса находится так далеко от города, что он может путешествовать лишь в пределах своего района. Чтобы поехать дальше и посетить какой-нибудь лот, в том числе в другом городе, необходимо приобрести велосипед. А еще достичь 5 уровня в навыке фитнеса. Ну конечно, кто сможет без этого навыка долго крутить колеса? Кстати, жениться или выходить замуж можно лишь когда разблокированы спальня, кухня, ванная и гостиная. Да. Разве кто-то захочет переехать в заваленный хламом дом и посвятить все свое время реконструкции? Сомневаюсь. Я тоже, мне кажется, нет. А деньги можно зарабатывать любым доступным способом, ну, за исключением использования, конечно, кодов, которые пополняют бюджет. Устроиться на работу без проблем. Засадить весь сад овощами вообще отлично, потому что навык садоводства в любом случае пригодится. И не забываем о выполнении жизненной цели. Мы же не хотим, чтобы наш персонаж страдал и мучился от одолевающих его страхов, неисполненных желаний и невыполненной цели. А теперь переходим к самому главному – строительству и вывозу из комнат мусора. Конечно, любой дом требует вложений. Поэтому Винс будет очищать комнаты постепенно, исходя из бюджета, которым располагает. Чтобы очистить 16 клеток, это квадрат, если считать 4 на 4. Так вот, чтобы их очистить от мусора, луж, паутины и прочего, нужно раскошелиться и заплатить 1000 симиллионов. Чтобы очистить еще 16 клеток, придется расстаться еще с 1000 симиллионов. Ну и так далее. Звучит ужасно. Но вот еще в чем дело. Вложения требуются не только денежные, но и моральные. Перед тем, как начинать вывозить мусор со своих законных клеток, каждую комнату, подлежащую ремонту, нужно разблокировать. А для этого придется сделать следующее. Чтобы провести ремонт внешних стен, фасада, фундамента, нужно достичь 5 уровня в навыке садоводства и заплатить 5000 симиллионов за отделку полностью всех внешних стен одного этажа. Ну, внутренних стен это, конечно, не касается. Если вдруг завален весь двор, то также платим по 1000 симиллионов за очистку каждого квадрата из 16 клеток. Реконструкция стен внутри дома, замазывание трещин, устранение потертостей возможно лишь при 5 уровне механики. Для ремонта ванной и уборной необходим 5 уровень фитнеса. После ремонта Винсу обязательно придется посетить спа-салон и расслабиться. Ох, прям уж таки придется. Ремонт кухни требует 5 уровня навыка кулинарии, а вот ремонт столовой 5 уровня навыка изысканной кулинарии. После ремонта нужно будет пригласить гостей на званый ужин. Чтобы начать ремонтировать спальню, нужно достичь 5 уровня в навыке обаяния. Ремонт гостиной станет возможен после достижения 5 уровня комедии. Отреставрировав комнату, необходимо пригласить гостей на вечерний кинопоказ. Библиотека или кабинет разблокируются при достижении 5 уровня в навыке писательства. После ремонта Винс обязательно напишет в уверенном настроении мотивационную книгу о том, как ему удалось это сделать. Еще о ремонте остальных комнат. То есть коридора, чердака, подвала, ну и всего остального. И это станет доступно после получения 5 уровня в навыке логики. Интересно, что весь мусор и ненужную мебель Винс не сможет продать. Кому нужен этот старый побитый хлам? Поэтому придется складывать это барахло в багаж семьи и перерабатывать в утилизаторе. А вот на новую мебель и предметы интерьера зарабатывать самостоятельно. По ходу реконструкции можно выбирать свойства участка, помимо тех, что изложены в правилах. Но по желанию, конечно. Ну что ж, на этом все. Точнее, только начало. Устраивайтесь поудобнее и давайте вперед. Да, давайте начинать. Ну вот Винс и переехал в свой новый дом. Нет, ты неправильно начинаешь. У нас же теперь все аристократично.
Ну вот, дорогие леди и джентльмены, наш аристократ Винс Переехал в свой новый дом. в этот особняк. Вот, и что хочется сказать, история эта крайне долгоиграющая, потому что вы посмотрите просто, что ему придется делать. Я, честно говоря, не представляю, мне кажется, я уже Здесь вообще ужас, сам как- превращусь в что старца, творится. и мне кажется, это просто по наследству надо будет передавать эту игру. Ну вот вы только посмотрите, какой здесь творится ужас. Ну что, я думаю, Винсу надо немного осмотреться. И Я вообще, думаю, нам надо за Винса, так сказать, поднять бокалы и произнести тост, чтобы все у него сложилось удачно. Коли он аристократ, то мы тоже решили сегодня поиграть в аристократов и, так сказать, мы сегодня решили выпить по бокальчику вина. За Винса. А нам тут звонит какая-то Ава. Ну, Винс не успел взять трубку, и, собственно, наверное, это и не нужно. Здесь вот и мусор какой-то валяется. Надо это все убрать. Интересно, а вообще мусорка-то у него здесь есть? У Винса 3000... конечно, есть, ты посмотри, это мусорка в целых 3 этажа. Да, это дом, сама мусорка. Да, Но нам поэтому- нужна немного другая. У Винса 3000 симулеонов на счету всего лишь, в бюджете. Их надо правильно как-то потратить. Давай Рационально, посмотрим вообще, что рационально. здесь у нас находится. Я не хочу это даже видеть. Я Вот, не посмотри-ка, вынесу. здесь висит фотография. Когда-то здесь же был пансион леди Агнессы, здесь учились Я хотел некие сказать её- бабушке Агафье. некие ее воспитанницы. И, собственно, вот они здесь сидят за партами, учатся. И вот эти парты здесь уже перевернутые. Так, давайте-ка посмотрим, что еще здесь есть. Это, видимо, школьный стол. Посмотрите-ка. Я думаю, это какой-то стол директора. Вот, это лежит здесь журнал. И раскрывается на странице латынь. Фамилия, имя и отчество учителя леди Агнесса. Смотрите, какие здесь ученики у нее были. Ева Скакс, Кэрри Вульф, Кора Льюис, Элиза Уизерби, Мария Эскобар, Лидия Спенсер, у которой постоянная неявка. А Кора как-то была наказана. А вот это вот что значит? А, это вопросики какие-то. Знаки вопроса. А, Вот с чем Винсу предстоит здесь вообще разбираться. Ну что, начинаем тратить тогда наши деньги? 3000 симулеонов, потому что Винсу нужно купить хотя бы что-то необходимое. Нужно вообще решить, где он будет и чем заниматься, потому что здесь вот комната, где, видимо, жили все эти воспитанницы леди Агнессы, столько здесь кровати стоит, где-то здесь он может хотя бы поспать, да? да, где-то определенно да. Ну что, покупаем тогда ему предметы. Итак, мы сразу купили Винсу холодильник, чтобы он мог хоть как-то худо-бедно питаться. Это переносной холодильник, я думаю, это очень удобная вещь на этом участке без удобств. Ну, собственно говоря, мы уже по своему опыту, по опыту... Да. По Первым опыту мы уже делом, знаем. да, взяли холодильник, чтобы он хоть как-то себя мог каким-то базовым провиантом обеспечивать. И мы купили микрофонную стойку, чтобы он развивал свой навык комедии. А навык комедии ему нужен для того, чтобы начать уже отстраивать комнату, гостиную в этом доме. Мы решили начать с нее. Этому есть обоснование даже, что ему надо навык комедианта развивать. Вот помните, как в Гарри Поттере был Богарт, ну или как в переводе спивак-вризрак. Это такое некое существо, которое воплощало все наши самые большие страхи. И против него можно было... Смех был главным оружием против этого Богарта. Вот, собственно, Винс исходит из таких же соображений, потому что дом страшный, большой И и... еще и населен призраками. Да, поэтому явно здесь атмосфера неприветливая. И что, как не юмор, как не комедия, спасет его в такой щекотливой ситуации. Ну и к тому же ему нужно добиться 5 уровня в навыке комедия, чтобы уже начинать отстраивать гостиную. Мы решили все-таки начать с гостиной. Эта комната, в принципе, большая, вот если на нее вот так посмотреть. Если он начнет ей заниматься и начнет делать здесь ремонт, в принципе, когда он освободит эту комнату, здесь можно будет разместить ему также кровать, поставить какие-то необходимые ему предметы, и он тут будет жить и потихонечку продолжит Жить, поживать, да отстраивать добра свой наживать. дом. Ага. Слушай, ты так говоришь позитивно, как будто, знаешь, ничего сложного. Просто, ну да, возьмет и он расчистит эту комнату и все. Мне кажется, это настолько все будет... Ничего долго. сложного в этом нет. Я смотрю на этот дом, и у меня просто закрадывается мне в душу, в сердце депрессия.
Вот по правилам Винсу нужно достичь 5-го уровня в навыке комедия, чтобы он начал уже потихонечку отстраивать свою гостиную. Но вообще мы сталкиваемся здесь с очень страшной и серьезной проблемой. Это счета. Поскольку дом большой, Огромный дом. предметов здесь много. То есть через неделю у него придет счет, вот мне даже просто страшно представить, на какую сумму. И каким-то образом ему нужно будет зарабатывать эти деньги. Вот так вот погнался за легкой недвижимостью Винса, Да, и не подумал о том, что расплата Но будет. ты посмотри. Поэтому мы купили вот эту просто кладовую. Это Кладезь такая сокровищ, сокровищница. да. Опять же, по нашему опыту. Вот, будем надеяться, что Собственно говоря, Винс сможет хоть как-то подзаработать. учитывая, если уж благодаря мусорке мы в состоянии город отстроить, то что уж там дом. Какой-то дом Да, всего лишь, да. да, так что И мы это купили вселяет ему оптимизм. еще мы ему купили столярный стол, чтобы он здесь мог тоже создавать какие-то предметы, но тем более ему нужно достичь 10-го уровня механики, чтобы провести в дом и канализацию, подключить воду. Ты мне лучше скажи, какого уровня и навыка ему не надо достичь. По-моему, ему надо просто стать сверхчеловеком. Мне кажется, правила просто охватывают все навыки, которые просто есть. Правила тяжеловаты, но зато ты посмотри, насколько он будет эрудирован и развит. Знаешь, Это же интересно. горе от ума, если Между ты не в прочим, курсе. смотри-ка, он уже достиг 2-го уровня в А навыке как комедии. так вот быстро? А Мы вот только так вот. урну посмотрели. а Тем он более уже- он достигатор. Персонажи-достигаторы быстрее приобретают и развивают навыки, а также заканчивают работу раньше времени. Слушай, а здесь вот, посмотри, здесь еще висит фотография. Давай-ка взглянем на нее. Фотография дома. О, и вон маленькие ученицы, а вон и бабушка Агафья. Леди Агнесса. Да. Вот такая фотография здесь. висит. Выглядит она мрачно, честно говоря, как-то. Ну, не знаю, какие здесь призраки. Между прочим, я вот ни разу не играл в доме с призраками. О, уже звонит. Без Без А она стерлинга. денег хочет, наверное. Вы хотите стать таким же счастливым, как и я? У вас есть такая возможность. Просто отправьте мне 1 симиллион. Не Слушай, упустите а свой помнишь, шанс. нам в комментариях писали, что этой Бесс можно даже дать 11 миллион, и что-то Что-то она там там должна будет. потом отдать какие-то деньги. Или ей в долг нужно дать, чтобы она потом отдала большую сумму. Она вообще-то мошенница, конечно. Ну, 11 миллион уж можем пожертвовать. Давай. Ладно уж. Спасибо за поддержку. Вы уже чувствуете себя счастливее? Нет, пока что... Или мы почувствовали? Ну, на 25 минут. А это что, это хорошо, что мы стали счастливыми? Да не знаю. Непонятно. Мы переместились на второй... Это второй этаж. Третий. Да, Третий этаж уже. Давай посмотрим. Здесь вот какая-то уже разваленная просто напрочь. Это, А наверное, это был что за какой-то медицинское... медицинский кресло? кабинет. Ритуальный круг. Загадочные надписи. Вот, кстати, я начинал говорить и так и не договорил. Я ни разу не играл в доме с призраками, поэтому У мне нас интересно. Нина была призраком. Нет, это другое. Здесь вот именно специальное свойство и специальная особенность выбирается для дома. Это жилой дом с привидениями. И вот что здесь такое есть, какие призраки здесь А могут это что быть, за я не комната знаю. для изгоев каких-то? Ну да, какая-то комната, может быть, для провинившихся. Ну что, Винс достиг 4-го уровня в навыке комедия, и к нему нагрянули незваные гости, пауки. Ну, посмотри, как он бегает. Ну а как иначе? Конечно, здесь долгое время пауки как раз-таки обитали. Можно наконец-то хоть перекусить Да можно немного. сказать, что это Винс к ним пожаловал, к паукам. Вот как удобно вот Они так к вот нему посидеть. пожаловали гости. А наступает уже, между прочим, вечер. Так и прошел первый день у Винса. Но зато уже 4-го уровня в навыке комедии он хотя бы достиг. Но, тем не менее, чтобы начинать отстраивать гостиную, ему в любом случае нужно будет тратить свои симиллионы. Чтобы их тратить, их еще и зарабатывать вообще-то надо. Ой, какой молодец, он даже не помыл эту тарелку, мы сможем ее выбросить в мусорку. А что это за лужа с мордой? Вот, это вот в том-то и дело, что здесь дом какой-то с этими вот призраками. Он может вытереть вот эту
Слизь, избавьтесь от этой жути. Также слегка восстанавливать завесу между мирами. Пока не хочу избавляться. Я хочу посмотреть, что будет происходить здесь ночью. Вообще здесь очень грязно. У него даже дискомфорт, неприятное окружение. И вот лежит здесь на парте дневник. Ну, я предлагаю посмотреть, что это за дневник такой здесь лежит загадочный. Очень загадочно. Тут каждый предмет просто, наверное, таит в себе загадку. Ну, давай посмотрим. Это дневник Элизы Уизерби. Часть 1. Ученица. Ученица вот этого вот пансиона. Второй день весны, 1890 год. Меня зовут Элиза, я ученица пансиона-воспитанница, это моя первая запись. Наш учебный год начался с весны, когда все вокруг только-только начало просыпаться. Красивая весна, великолепная. Как хочется порой выйти на улицу, подышать свежим воздухом, но воспитательница, леди Агнеса, настрого запретила этого делать. Она говорит: забудь о прошлом, всяк сюда входящий, у тебя настала новая взрослая жизнь. А я не хочу быть взрослой. Нас здесь 5, включая мою подругу Еву. Правда, мы познакомились по приезде, но уже сдружились. Как хорошо иметь верного друга в эти нелегкие времена взросления. Какая она у нас поэтичная натура. Безграмотная, да, но правда, поэтичная. Очень даже безграмотная. Так, значит, второй день у нее прошел так. А что же было на 5-й день? Ночью меня разбудила Ева. Она сказала, что ее разбудила Кора, а Кору разбудила Мария, а Марию разбудила и так далее. В общем, не суть важно, действительно. Мария что-то услышала в коридоре. Она описала это так, как будто кто-то тащит нечто тяжелое. Мы подошли к двери и прислушались. За скрипами старого дома я не смогла ничего разобрать, а снаружи гудел ветер. Песня его была печальна и безрадостна. Нет, ну это какая вообще она прям такая талантливая девочка. Ну, конечно, да, не очень она грамотная, ну потому что она еще ребенок. Но тем не менее, это времена... Ребенок талантливый. Талантливый, да. 6-й день весны, 1890 год. На уроке латыни Мария спросила у леди Агнесы, кто ходил ночью по коридору. А, кстати, вот мы видели вот этот журнал, там как раз латынь была написана. А в ответ на это леди Агнеса разъярилась и отправила Марию в комнату наказаний, что на чердаке. Это, наверное, вот как раз та самая, да. Ни я, ни Ева ни разу не бывали на чердаке. Девочки говорили, что там страшно и пыльно, а еще там стоят древние свечи, от которых жуть берет. Мария вернулась к вечеру. Она рассказала, и на этом дневник обрывается. А что она рассказала-то, Мария? Как бы нам выяснить, Винсу что она надо сказала? искать вторую часть этого дневника. Знаешь, вот эти вот все истории, которые по чуть-чуть нам начинают открываться. На первый день Винс только въехал, а уже кто-то тут что-то тяжелое носит по ночам по коридорам. Ну ладно, грустить нечего и пугаться пока тоже нечего, пора что-нибудь выбросить в нашу любимую мусорку и пойти посмотреть, что здесь есть. Каким-то образом деньги зарабатывать тоже надо. Интересно, он через эти вообще завалы проберется? Ну, сейчас посмотрим. Ну, поскольку Винс уже достиг 4-го уровня в навыке комедия, он сможет противостоять любому страшному событию, с которым столкнется. И относиться к этому с юмором. Ну, смог пройти, все, отлично. Здесь что даже вот это костер такое? Есть. А кто это блюдо уже тут готовит? Какой-то котел? А это палатка? Что это? Ну, да, какая-то палатка, костер здесь стоит. Вот, ты посмотри. По жестокой иронии судьбы вы оказались в доме с призраками. Видимо, вашими действиями управляют некие злорадные высшие силы. Что ж, придется вам постараться. Наверняка вы здесь оказались по веской причине. Да, мы погнались за дешевой недвижимостью. Я не боюсь, и что я здесь делаю? Ну, подожди, я думаю, что он не боится пока что. Да, давай это, потому что было бы досадно. Вы вроде как чувствуете прилив смелости. Любой разумный персонаж на вашем месте давно бы испугался, но решать, конечно же, вам. Раз здесь сейчас уже начинает твориться какая-то чертовщина, нужно быстрее бежать в свою комнату.
где Винс может быстрее будет бежать в спать. свою комнату, которая не огорожена ничем, и просто это такое же открытое пространство, где может в любой момент произойти вообще непонятно что. Вот, поэтому самое лучшее место, где можно спастись от монстров, это под одеялом. И главное, чтобы нога не торчала из-под него. Да. Вот. А то отцапают. А здесь еще находится Обычная коробка здесь находится. с памятными вещами. Давай посмотрим. Фотографии. Давай посмотрим. Давай-ка смотреть фотографии. Итак, первая фотография. А мы видели ее уже внизу. Да, это помню. Похожая, да. фотографию. Здесь вот эти воспитанницы леди Агнесы сидят за своими столами. Давай смотреть дальше. Какая счастливая. Интересно, кто это? Ну, написано, что это Элиза Уизерби. А, это та- Элиза Уизерби. Да, это самая, чей дневник мы читали. Это ее подруга Ева, которая по дневнику ее подруга. Она с ней познакомилась, конечно, в первый же день и уже считает подругой. Это Кэрри Вульф. Кора Льюис. Мария. Мария, которую наказали. Да. А здесь она еще так беспечна. Так, а Это это, я так леди понимаю, Агнеса. наша, да, бабушка Агафья. Леди Агафья. Все, 7 фотографий всего. Ну что, я думаю, что лучшее спасение от всего этого кошмара это, наверное, все-таки сон. Пора Сон — Винсу это вообще ложиться лучшее спать. лекарство от всех невзгод и печалей. Винс будет спать здесь. Вот на нижней этой кроватке. Хотя, может быть, лучше надо было, наверное, на вторую ему полку залезть. Хотя со второй, наверное, больнее падать, если вдруг здесь Да, что-то да, да, случится. да, Но вот таким образом мы начали наш новый челлендж со своей какой-то с такой вот жутковатой и мистической историей. Ну, даже интересно, да, что там будет дальше. Кто вообще знает, что с ним может здесь произойти? Кстати, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что там мы всегда можем пообщаться в комментариях и прочее. А еще мы там публикуем новости как раз о наших готовящихся проектах. Да, и делимся своими планами. Вот, да, поэтому и это классный формат, мы там можем общаться. Но на этом мы будем тогда прощаться с вами. Сейчас у Винса наступает ночь. Доброй ночи тебе, Винс, и спокойной.